Привет! Тема вооружений сейчас одна из главных. В этом выпуске я расскажу подробнее о популярных сегодня истребителях Су-35, танках Т-80 и о крылатой ракете «Калибр». «Калибр» стал настоящим хитом и даже мемом. Откалибровать противника – фраза одна из популярнейших в войсках. Ракету разработали в опытно-конструкторском бюро «Новатор» в Екатеринбурге. Надо сказать, что все параметры этого оружия неизвестны. По некоторым данным, ракеты способны стрелять по морским целям на 375 километров, а по наземным – до 2500 километров. Есть источники, которые утверждают, что дальность ракеты не превышает 2000 километров. Вообще, «Калибр» — это семейство ракет с разными характеристиками. Их длина составляет от 6 до 8 метров. Масса от 1200 до 2300 килограмм. При этом масса боевой части может составлять от 200 до 450 килограмм. Фишка ракеты в том, что ее можно запускать как угодно. С корабля, с самолета, с подводной лодки. «Калибр» может использоваться в любое время суток при температуре от минус 50 градусов до плюс 60 градусов по Цельсию. В сложных метеорологических условиях на любой географической широте. За счет передовых телекоммуникационных технологий ракета наводится точно на цель. Более того, можно корректировать цель и после старта ракеты. Ракету почти невозможно сбить. Если электроника «Калибра» обнаруживает излучение каких-либо ПВО или средства РЭП, радиоэлектронной борьбы, то ракета меняет траекторию и перестраивает программу управления полетом. Истребитель Су-35. Российская армия активно использует истребители Су-35. Немецкое издание «Штерн» писало, что это самый опасный истребитель в мире. Су-35 собирают на авиационном заводе имени Гагарина компании «Сухой». Многоцелевой, сверхманевренный истребитель Су-35 стал вершиной развития линейки Су-27. Новый самолет получил усиленный планер и новые двигатели с управляемым вектором тяги. В баке Су-35 можно залить на 20% больше горючего, чем в Су-27 – 1500 кг против 9400 кг. При этом Су-35 может нести все те же 8000 кг вооружения. Это больше, чем может поднять тяжелый бомбардировщик времен Второй мировой войны. Су-35 обладает очень большой дальностью полета. Только за счет внутренних баков он может пролететь порядка 3500 километров, а с подвесным топливным баком и до 4500 километров. Су-35 на высоте может достигать скорости в 268 км в час. В полете истребитель может решать несколько боевых задач, работать как по воздушным, так и по наземным целям. На Украине Су-35С применяются для борьбы с самолетами противника и беспилотниками, прикрывают ударные группы. Особая задача – уничтожение радиолокационных станций. Им практически не дают включаться. После обнаружения идет мгновенная атака. Цели поражаются на большом удалении на территории противника. Отмечают, что летчик Су-35 на самом деле не управляет самолетом. Он информирует о своих намерениях систему управления, которая уже сама решает, как наиболее оптимальным образом реализовать приказ пилота. Т-80 БВМ. Т-80 БВМ – современный российский основной боевой танк. Является глубокой модернизацией танка Т-80 БВ, поступившего на вооружение в 1985 году. Танк производится Омским заводом транспортного машиностроения. Запас хода по топливу 500 км, длина танка 9,5 метров, масса в боевом снаряжении почти 46 тонн, численность экипажа 3 человека. У танка модернизировано орудие и механизм заряжания, который позволяет использовать современные бронебойные снаряды. У машины доработанный двигатель, улучшенные приборы наблюдения и новый прицел наводчика. С помощью газотурбинного двигателя мощностью 1250 лошадиных сил танк весом 46 тонн заводится при температуре минус 40 градусов по Цельсию, передвигается по шоссе с рекордной скоростью 80 км в час, делает эффектные полицейские развороты и рекордные прыжки. СМИ его называют реактивным или даже летающим. Т-80 БВМ может преодолевать водные преграды глубиной до почти 2 метров, а со специальным оборудованием глубиной до 5 метров. Каким еще вооружением гордится наша страна? Приглашаем вас в комментарии, только все секреты не выдавайте.